Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, мы с вами уделим внимание подаркам. Да не просто подаркам, а поговорим о том, какие подарки не стоит принимать. Почему? Потому что если к вам попали вот такие вот подарки, вам нужно обязательно сделать определенные манипуляции, чтобы в вашу жизнь не пришли беды, неприятности и всевозможный негатив. Поэтому вот именно таких подарков нужно избегать. И далее мы проговорим. Вы знаете, очень часто, выбирая подарок, мы даже не задумываемся, что такой подарок способен принести негатив, испортив жизнь и вам, и тому, кому он преподносится. Поэтому перед тем, как что-то подарить, стоит внимательно изучить данный вопрос, чтобы не принести вред ни себе, ни тому, кому его подарили. А затем не думать, как решать неприятные возникшие ситуации. И вы знаете, многие люди, наоборот, знают, какие подарки нельзя дарить, и желают, и даже делают это целенаправленно, стараясь навредить тому человеку, которому они завидуют, или же желают оказаться на его месте. Так что, принимая подарок, нужно также уделять особое внимание, от кого вы его берете, и думать о том, какой смысл он в себе таит. Поэтому, если в чем-то вы не уверены, или же вы на энергетическом уровне ощущаете, что не хотите брать эту вещь, предмет, то лучше сразу же откажитесь от такого подарка, чтобы потом не пришлось жалеть о том, что вместе с ним пришло в вашу жизнь. Вы знаете, у нас так научили, что мы не имеем права ничего отказываться, мы не имеем говорить слово «нет», и это большая беда многих людей. Итак, каких же подарков лучше избегать и как же нейтрализовать негатив, если вот так получилось, что такие подарки оказались у вас в руках? Вы знаете, многие люди привыкли, идя в гости, преподносить хозяевам дома алкоголь. Вот такого делать точно не стоит. Почему? Потому что вы можете принести с собой алкоголь, но обратите внимание, это не должно быть сделано как подарок. Или же, если вы решили преподнести такой подарок, не разрешайте ставить его в этот день на стол, иначе вы отберете у хозяев их сильные энергии. У них может ослабнуть биополе, и они станут подвластны любому негативу извне, который способен будет принести даже проблемы со здоровьем. То же самое касается и вас. Если вам принесли в подарок алкоголь, не распивайте его с тем, кто его принес. Подержите бутылку на протяжении 7 секунд под проточной водой, а далее оботрите обязательно белой салфеткой, и таким образом вы сохраните свои энергии в целостности и, что немаловажно, вы точно обезопасите себя. Далее, такой подарок, как зеркало, он также под табу, ведь зеркало способно впитывать все то, что в нем отображается. Если в него смотрелся даритель, а так в большинстве случаев и происходит, ведь когда человек выбирал зеркало, пусть даже и без злого умысла, в нем отобразился. И преподнеся его в подарок, он поменяется с новым хозяином зеркала энергиями, отдав ему свои негативные, а забрав его положительные, что доставит много неприятностей данному человеку. Если вам преподнесли такой подарок, стоит отказаться от него. Если же такой возможности у вас нет, тогда протрите зеркало соляным раствором, проговорив такие слова: «Все, что ранее это зеркало повидало, впитало, соль убирает, а его очищает, любую энергетическую связь разрывает». Затем положите его на подоконник, сверху накройте его белым листом бумаги, и при этом проговорите такие слова: «Чистый и светлый лист бумаги в зеркале отображается, положительными энергиями его наделяет, другие не пропускает». Также оно должно пролежать до рассвета, а поднявшись уже с кровати, снимите лист, не смотрите в него, откройте окно, выставьте его и покажите солнцу. Так оно впитает все хорошие энергии, а вы, когда уже в него будете смотреться, будете к себе их привлекать. А также с каждым разом только больше и больше будете укреплять ваше энергетическое поле. Лист бумаги сожгите, пепел обязательно смойте в канализацию.
Также не стоит дарить такой подарок, как полотенце, особенно в единственном экземпляре. Их должно быть несколько и обязательно четное количество. Иначе в доме, в который вы его принесете, вы притянете проблемы личного характера, сильные ссоры, скандалы, которые могут привести даже в будущем к разводу. То же самое касается и вас. Если вам преподнесли такой подарок, как полотенце, то отдайте данному человеку за него, хоть какую-то монету, которую вы сами почувствуете, и это уже не будет подарок. А про себя обязательно не забудьте сказать слово «оплачено». А затем зажгите свечу и обойдите вокруг полотенца ней дважды, при этом проговорив такие слова: «Это полотенце парную энергетику с этого момента несет, никакие скандалы в семью мою не привлечет». И после проделанного можете спокойно им пользоваться и ни о чем не переживать. К такому подарку, как кошелек, нужно относиться очень осторожно. Если вы решили его преподнести, никогда не дарите его пустым, так как таким образом вы не только к себе притянете денежные проблемы, так как вы покажете денежной энергии, что не уважаете ее и не готовы с уважением относиться к ее дому, но и наполните жизнь того, кому его подарите, денежными проблемами. И у такого человека никогда в этом кошельке не будут водиться деньги, а он будет нести за собой только денежные проблемы. Но если же вам кто-то преподнес пустой кошелек, это означает, что либо данный человек не знает правил, как правильно преподносить такой подарок, либо он желает сделать так, чтобы у вас были проблемы с деньгами. Поэтому вам нужно попросить данного человека положить в кошелек купюру любого номинала. Если он откажется это сделать, вы можете быть уверены, данный кошелек подарен уже со злым умыслом. Поэтому откажитесь от такого подарка и, пожалуйста, не рискуйте. А если же даритель безоговорочно положит в кошелек купюру, можете спокойно пользоваться данным кошельком. Вам ничего не будет угрожать, а деньги обязательно останутся при вас. Для женщин на подарок выбирайте стильный аксессуар. Для мужчин лучше остановить внимание на строгом, но в первом и во втором случае не стоит жалеть деньги на подарок. Он должен быть из натуральной кожи или, как вариант, замши. В нем должен быть карманчик для монет, несколько отделений. А если вы решили подарить кошелек, соблюдайте все правила. Если же намереваетесь сэкономить, выберите что-то другое. Приложите максимум усилий, чтобы выбрать правильный аксессуар для своего близкого человека. Тогда он сможет принести в его жизнь успех, процветание и стабильность. А вы, глядя на это, будете ощущать счастье и притягивать к себе уже положительные энергии. Дарить свечи – это плохая народная примета. Свечи из воска имеют магические свойства. Они обладают достаточно сильной энергетикой. Если зарядить такую свечу негативной энергией, то можно принести человеку непоправимый вред. Принимать свечи в качестве подарка можно в таких случаях, если вы действительно доверяете человеку, и свечи сделаны не из воска и дарит близкий человек. Свечи, подаренные с хорошими намерениями, действительно принесут в дом положительные энергии, а свечи, сделанные из парафина, не принесут вред. Эти свечи не способны накапливать в себе негатив. Это свойственно только свечам из воска, поэтому они не только красивые, но и подходящие для подарка. Но если подарок в виде свечей или же человек, который вам его преподнес, не вызывает у вас доверия, то такой подарок можно проверить, не несет ли он в себе злой умысел. Что для этого нужно сделать? Свечу нужно зажечь. Если огонек ровный, аромат приятный, то это говорит о том, что она не несет в себе какого-либо негативного посыла. Но если же наоборот коптит, неприятно пахнет, это означает, что она способна разрушить все положительные энергии, которые вас окружают или же наполняют ваш дом. Поэтому от такой свечи нужно срочно избавиться, нельзя на нее и дуть. Опустить ее лучше под проточную воду, это не только затушит огонек, но и нейтрализует негатив. А после сразу же вынесите из дома, при этом проговорив обязательно следующие магические слова. Все, что в дом плохое принесла, свеча недоброжелателю, что тебе мне преподнес, старице верни. Вред мне не причини. Если сделаете все быстро и правильно, этот подарок вам точно не навредит, и негатив не распространится, а все зло, которое человек принес, вернется обязательно ему обратно.
Также запомните, никогда не дарите цветы в горшках из животных, потому что они имеют определенную энергетику, и не факт, что их энергетика подойдет и благоприятно скажется уже на энергетике вашего дома. А живущие в таком доме станут подвержены влиянию таких энергий, которые будут заполнять дом, что может внести коррективы в жизнь каждого из членов семьи. И вам хотят подарить кошку или вазон, первым делом откупитесь. Это обязательное правило. Да, за подарок купюру любого номинала. Лучше, если она будет в своем номере содержать именно циферку 8. Обратите на это внимание. Считается, что если подарок преподносит не близкий человек, то, чтобы это не было, нужно дать откуп, что снимет все негативные посылы. Когда возьмете такой подарок в руки, поднесите его к груди на 3 минуты. Подумайте мысленно в это время о том, что вы рады, что он у вас появился, что принимаете его с открытой душой и сердцем и готовы за ним внимательно смотреть, но и такой же заботы просите от него. Такое действие поможет вам не только переплести ваши энергии, но и получить защитный талисман для своего дома. Под горшочек с вазоном можете разместить монетку, проговорив такие слова: «Я рада, что ты в доме моем появился. Тебя прошу, мне помоги, денежной энергией дом заполни». Так, данное растение будет помогать вам следить за вашими деньгами. Но если вы не готовы принять живой подарок в виде животного, не берите его. Это ощущение на энергетическом уровне. Извинитесь, и это поможет вам в дальнейшем избежать многих проблем и неприятностей уже в вашей жизни. Также не стоит передаривать подарки, которые уже попали к вам и которые вы приняли. Почему? Потому что ваша энергетика переплетается с ним и в нем же остается. А если она попадет к человеку с плохой энергетикой или же в семью, в которой постоянные ссоры, скандалы, выяснение отношений, ведь все, как вы знаете, это проконтролировать невозможно. И вы на самом деле можете и половины не знать из того, что происходит в данном доме или же у данной семьи за закрытыми дверями. А когда их энергетика смешается с вашей, изменить уже будет что-то невозможно. И данная ситуация ничего хорошего вам не принесет. Поэтому лучше продавайте такие вещи. Ведь таким образом вы не только разорвете с ними связь, но еще на вырученные деньги сможете купить себе то, что вы только пожелаете. Это притянет к вам энергию счастья и только положительные эмоции. Вообще научитесь очень осторожно принимать подарки. Особенно сейчас, в наше время. Особенно обращайте внимание на те подарки, которые дарят вам коллеги, например, на работе. То есть у вас нет ни дня рождения, то есть нет никакого повода, а ваша коллега ни с того ни с сего решила вам преподнести, например, корзинку с цветами или, например, подарить вам какой-то интересный сувенир. Ну, казалось бы, да, маленький сувенир вроде как приятно, и можно и установить на столе рабочем, и домой отнести. Но вы должны подумать о том, что, возможно, кто-то переживает и нервничает, что у вашей жизни все уж довольно хорошо, и у вас пытаются вот таким вот образом забрать вот этот достаток, благополучия, здоровья, деньги, любовь, отношения в семье. Поэтому лучше не принимайте такой подарок, извинитесь, скажите, что не стоит этого делать, придумайте 10-100 тысяч причин, но ни в коем случае не принимайте подарки, потому что бывает очень часто так, что люди принимают подарки и потом не знают, откуда у них беды и неприятности. То же самое, будьте осторожны и внимательны с растениями в горшках, потому что вы в реальности не знаете, какая земля в этом горшке. Дело в том, что очень часто для того, чтобы провести определенные ритуалы и обряды, используют именно землю с кладбища. И ее не нужно очень много, ее даже буквально можно взять щепоточку этой земли с кладбища и провести определенный обряд. И это, а вы приняли такой цветок в горшке и даже не думаете об этом, что вот есть земля с кладбища, а это уже может изменить вашу жизнь и не в лучшую сторону. Поэтому вы должны понимать и то, что принимать подарки, да, это приятно, но не всегда, к сожалению, они преподносятся с добром. Часто вместе с подаренной вещью можно в дом принести неблагополучие, финансовые проблемы, семейные ссоры, поэтому стоит к подаркам вообще относиться с особой осторожностью. Помните, что каждая вещь наделена энергетикой дарителя,
и выбираться она должна только от чистого сердца. Тогда она будет действительно притягивать к вам светлые и хорошие энергии, улучшая вашу жизнь. Но если это не так, или же вам подарили что-то нежелательное, то стоит за такой подарок расплатиться. В таком случае подарок становится уже не подарком, а купленной вещью. И делать далее с ним, возможно, все, что вы только пожелаете, но уже без вреда для вас. Используйте, друзья, эти советы и рекомендации в своей жизни. Ставьте лайк, подписывайтесь, друзья. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся уже с вами буквально в следующем видео.